Привет! Ну чё, начнем, на чем остановились вчера. Наша комнатка. Я думаю, не совсем очевидные моменты здесь еще есть. Например, ну тут видно наша эта подруга вооружена, то есть как это сделано. То есть, ну, понятно, что просто добавлением, скажем, нашей УЗИ и позиционирование его у руки нам данный эффект не даст. Ну, то есть, так как эти объекты, получается, не привязаны друг к другу, то, в принципе, можно догадаться, что из этого дела выйдет. Ну, то есть, без разницы, как мы ее хорошо не позиционируем, то есть, происходить будет понятно, что. То есть, наша моделька крутится, а автомат, получается, остается на месте. То есть, не работает. Как это делать правильно? В принципе, на этой модели видно. Мы просто прикрепляем к ней новый компонент Static Mesh. То есть в данном случае Add Component, Geometry, Static Mesh. Добавляем ей соответственный mesh материал. Ну и основной секретик тут, нам надо этот меш активировать этим кружочком. Это дает нам возможность позиционировать его вне зависимости от нашего основного скелета. То есть сейчас мы уже привязали, получается, этот предмет к нашему телу. То есть он уже часть нашего тела. Ну и должно, в принципе, работать. Так, ну, я сильно загружаться на позиционирование не буду. То есть давайте просто посмотрим, как это выглядит в игре. Должно работать, по идее. Вот, значит, подруга вооружена, вторая, как и планировалось. То есть работает, да, разобрались. Ну, тут в этой комнате еще, в принципе, конечно, если заглянуть в Director Graph, тут, в принципе, видно, что тут есть одна рутинка интересная, которая проверяет у нас логику. У нас, например, в этой комнате эта решетка открывается только тогда, когда мы открыли всех наших танцовщиц. То есть тут у нас с этой стороны еще несколько танцовщиц, нам надо их всех открыть, чтобы эта решетка тоже открылась, ну и нам был доступ к нашей самой большой комнате развлечений. Но это достаточно сложно объяснить и долго, тут глобальные вариабельные замешаны и всякие такие темы, логика там. Ну, короче, не так интересно, я думаю, перейдем лучше к более такому интересному моменту создания полноценных анимаций. Для этого нам нужна программа Blender. Очень много информации насчет этой игры в интернете, так что кому надо, найдет. Ну, а нам надо, в принципе, функция блендера, анимация для игры Хайди. Загружаем модель игры Хайди, то есть можно ее теоретически самому все импортировать по частям, но хороший человек создал это уже, то есть на Steam есть уже создана моделька, которую можно стянуть. Обязательно добавлю ссылку в описании. Ну и, собственно, нам еще надо два эддона для блендера. Тоже есть в интернете наши любимые
питоновские скрипторы, да, постарались. Их надо, то есть, импортировать в Blender, эти два аддона, и тогда мы можем импортировать и экспортировать уже некоторые вещи для игры Хайди из Blender. Итак, перейдем, значит, собственно, к анимации. Нам надо сначала позиционировать нашу модельку, скажем. Мы хотим ее в горизонтальном положении в данном случае иметь. Скажем, немножко так, да. Позиционируем так немного. Ну и, собственно, мы хотим анимировать ее ногу, значит, делаем начальную позицию нашей анимации, значит, так. Такая длинная анимация нам не нужна, то есть сокращаем ее до 100. Ну и самый важный момент тут, наверное, здесь нам надо селектировать whole character, то есть мы хотим нажатием этой кнопки фиксировать весь наш скелет в данном фрейме. То есть мы нажатием этой кнопки сейчас зафиксировали это положение нашей подруги. Ну и наша анимация, мы хотим где-то половину нашей анимации, мы хотим, чтобы она крутила ногой. Получается, ставим на 25-м фрейме, например, такую позицию. Фиксируем на 75-м фрейме, скажем. Так она ее фиксируем. Ну и, собственно, нам надо зациклить эту анимацию. То есть первый фрейм должен быть равен последнему фрейму. Много вариантов, конечно, как это сделать. Ну, простой вариант — просто открыть второе окно в блендере, заменить граф-эдитор на граф-эдитор и, собственно, копируем, получается, все. Кнопкой А селектируем все кости. Нам нужен первый фрейм, то есть кнопкой Б активируем модус селекции, селектируем все кости, все позиции костей, копируем это, переходим на последний фрейм, задаем это в последнем фрейме, то есть, ну и получается, скажем, хотим еще добавить такое асимметричное движение головы, то есть удаляем позиции, привязанные к движению ноги, то есть B, селектируем фрейм, удаляем. Ну и, скажем, мы в середине хотим, чтобы она так немножко так надменно так немножко на нас поглядывала в середине анимации, да? Позиционируем, фиксируем, проверяем. Ну, тут мы видим, у нас небольшое торможение происходит в начале анимации. Можем это немножко так подправить, если сократим начальный фрейм анимации так немножко. Скажем. Ну, последний фрейм тоже попробуем немножко сократить. Ну вот, то есть получается, конечно, не совсем. Сейчас но в принципе для демонстративного эффекта пойдет. То есть анимация создана, сейчас нам надо ее экспортировать. Идем на экспорт, Heidi, Demotion,
скажем, запишем ее здесь. Скажем, назовем ее так. Экспортировали анимацию, переходим снова в игру. То есть мы сейчас экспортировали анимацию, которую можно эдитировать, а игра использует компилированные анимации. То есть для этого нам надо в игре уже, в эдиторе импортировать нашу анимацию. Тут у нас есть возможность селектировать кости. Мы ее хотим компилированную анимацию назвать точно так же. Ну и вот, собственно, сейчас мы можем уже использовать эту анимацию в игре. Снова грузим нашу куколку. Добавляем компонент, анимацию, но в этом случае уже motion. Только что создана анимация. Пробуем. Ну, в принципе, работает. Просто ее положим так немножко. Как-нибудь вот так вот положим, да. Смотрим, как это выглядит в игре. Ну, пойдет. В принципе, думаю, было интересно. Надеюсь. Ждите следующих секретиков. До новых встреч. Пока.